Друзья, всех приветствую! В этом видео мы возьмем старое приложение, которое мы писали в прошлом видео, и перенесем его на ViewCLI. При этом все будет работать точно так же, как и раньше, но при этом более расширяемо и с более классным дизайном. То есть мы с вами возьмем ViewCLI, установим ее, вообще в принципе разберемся с тем, что такое ViewCLI. Также разобьем все на компоненты. И здесь, как основной момент, мы с вами не просто будем разбивать все на компоненты, а мы с вами сделаем так, чтобы какие-то компоненты, ну, например, да, текущий список и текущие айтемы отвечали только за рендер, а главный компонент отвечал за логику. То есть тем самым вы научитесь не просто разбивать компоненты, а разбивать компоненты на логику и на рендер. И тем самым вы убедитесь в том, что некоторые компоненты, их можно назвать глупыми, потому что они только рендерят какие-то данные. Другие же компоненты, они занимаются логикой, и они не занимаются рендером. То есть это одна из основных вещей, с которой мы с вами разберемся. Мы также с вами разберемся, как отправлять данные с родительских компонентов на дочерние компоненты. То есть, опять же, на примере текущего списка, когда мы будем хранить главный массив на родительском компоненте и передавать их уже в детей. И также разберемся, как наоборот, не просто отправлять данные, а получать их обратно на примере текущей формы. Потому что когда мы будем с этой формы отправлять какие-то данные, то мы их будем получать на родительском компоненте и что-то делать с теми данными, которые нам передает текущая форма. Давайте, прежде чем мы начнем, буквально пару слов о том, что такое ViewCLI. На самом деле ViewCLI это очень классный инструмент, он очень большой, и в нем очень и очень много различных инструментов, но если говорить вкратце, когда мы с вами будем работать с Vue.js по-нормальному, мы будем там с вами работать с файликами с расширением .view. И вот эти файлики с расширением Vue нам нужно отдавать конечному клиенту, который будет там в какое приложение заходить, либо на сайт и так далее. При этом мы не можем ему отдавать файлики .view. И то, что делает ViewCLI, это берет все файлики .view. Ну, у нас их может быть много, у нас их может быть и там 50, и 150 штук. Далее он их обрабатывает, все их поджимает и отдает на выходе просто голый JavaScript. То есть это основное предназначение ViewCLI. То есть взять файлики с расширением .view, с которыми мы познакомимся в дальнейшем, и перевести их в JavaScript. Также здесь есть еще огромное количество преимуществ. Разные плагины, разные генераторы, также очень удобное подключение каких-то препроцессоров, нормальная работа с TypeScript, если мы говорим про Vue.js 3. Очень удобный деплой и так далее, и так далее. То есть мы с вами со всем этим разберемся постепенно. То есть в этом видео мы ее установим, разберемся, как устанавливать ее через NPX, в чем разница между глобальной установкой, ну и в принципе разберемся со всем тем, о чем я говорил в начале. Давайте начнем, и для этого просто кликнем на Get Started и перейдем в Installation. Для того, чтобы установить ViewCLI, нужна обязательно Node.js. То есть в случае, если у вас Node.js нету, вы можете просто перейти на официальный сайт Node.js, нажать на текущую кнопку, и у вас автоматически установится и Node.js, и NPM. Потому что NPM тоже будет обязательным для того, чтобы установить ViewCLI. Также, если у вас версия Node.js меньше 9, тогда я просто настоятельно рекомендую, ну и не только я, но и ViewCLI рекомендуют обновить Node.js. Обновить Node.js можно точно так же, ее установив повторно. А для того, чтобы проверить, действительно ли у вас установлена Node.js, достаточно просто написать npm-v. То есть таким образом вы увидите версию npm, и если у вас есть npm, значит у вас автоматически есть Node.js. Но на всякий случай можно также проверить и версию Node.js, прописав node-v. Должна быть, ну, хотя бы выше 10, но желательно бы, начиная от 14, потому что иначе будут возникать очень большие конфиги, когда мы перейдем к установке каких-либо плагинов и так далее. И здесь для того, чтобы установить ViewCLI, сам ViewCLI предлагает пойти путем глобальной установки. То есть что такое глобальная установка? По сути, вы, когда пишете npm install и flag -g, то вы скачиваете себе какой-то пакет прямо на компьютер. И дальше вам этот пакет предоставляет какой-то ярлычок для того, чтобы в терминале с этим пакетом общаться. В данном случае ярлычок будет как view. То есть в случае, если вы пойдете установкой глобально, то у вас автоматически создастся ярлычок view, и вы сможете написать что-то по типу view version, и он вам покажет версию Vue.js. Но я в данном видео, ну и вообще в принципе, не люблю устанавливать какие-то пакеты глобально, потому что от этого больше минусов, чем плюсов. Поэтому лучше всего пойти вариантом с NPX, и вместо NPM использовать NPX, тем самым нам не придется устанавливать ViewCLI себе на компьютер, он вместо этого потянет ViewCLI откуда-то с
облака, ну в данном случае из облака NPM, он ее просто разархивирует, не будет создавать никаких ярлычков. При этом мы все так же сможем работать да, с вот этими вот командами, например, ViewCreate. То есть ViewCreate это команда для того, чтобы да, создавать новый проект. То есть при помощи create мы создаем проект, и при помощи до второго параметра мы называем проект. То есть вот этот hello world это название проекта. То есть опять же вы можете пойти вариантом глобальной установки, да, то есть где это, да, в installation, то есть просто установить через npm или через yarn глобально и далее воспользоваться просто ярлычком view и командой create для создания проекта, либо вы можете пойти тем же вариантом, что и я, и использовать npx. Для этого нам понадобится терминал. Дальше в терминале нужно будет перейти в директорию, где вы хотите создать новый проект. Ну, в данном случае у меня это директория, да, под YouTube. То есть здесь просто одна папка с предыдущим проектом, который мы писали. То есть это файлик app.js и файлик index.html. И более здесь ничего нет. Сейчас здесь создастся отдельная папка, в которой будет лежать шаблон на ViewCLI. Мы его сначала почистим, а потом уже начнем все переносить. Для того, чтобы убедиться, что вы находитесь в нужной директории, можно просто прописать ls. Ну, у меня в данном случае просто одна лишь папка из предыдущего проекта. Так вот, сейчас мы с вами можем перейти к установке ViewCLI через npx. Для этого нужно будет написать не npm, а npx. Дальше обратиться к пакету, который мы хотим установить. Мы хотим установить собака view, дальше /CLI. Так называется пакет с ViewCLI. И далее мы можем обращаться с вами к любым командам, которые нам предоставляет Viewшка, точнее ViewCLI. Ну, в данном случае мы обращаемся с вами к create и дальше пишем название проекта. Я название проекта скопирую и просто добавлю к нему ViewCLI. И после чего можно нажать Enter. Сейчас мы стучимся, да, куда-то в облако, скачиваем ViewCLI, но опять же просто скачиваем, при этом, да, не устанавливая ее себе на компьютер. И все, что сейчас происходит, это происходит просто до скачивания, там, разархивация и еще что-то. Когда этот процесс завершится, у нас работает команда create, и мы сможем приступить к конфигурации проекта. Далее появится, да, диалоговое окошко, в котором нужно будет выбрать нужный набор пресетов, либо, да, вручную все выбрать, все необходимые фичи. Выбирать можно при помощи стрелочек и при помощи клавиши Enter. Я в данном случае рекомендую использовать мануальный выбор и самостоятельно выбрать то, что нам нужно. Выбираем при помощи пробела, то есть при помощи пробела ставим то, что нам нужно и что нам не нужно, и при помощи Enter подтверждаем, да, ну, то есть переходим на следующий шаг. То есть нам в данном случае нужна будет версия Vue.js, то есть мы ее на следующем этапе выберем. Нам также нужен будет Babel, потому что Babel нам будет весь JavaScript код переводить в старый синтаксис, для того, чтобы старые браузеры поддерживали все новые фичи, которые мы будем использовать. Далее TypeScript и PWA Support нам не нужны. Роутер и Vuex, на самом деле здесь по желанию вы можете установить, можете не устанавливать, но мы с вами потом в дальнейшем, если нам это понадобится, то мы это просто установим вручную. Да, тем самым даже намного лучше разберемся в том, как они работают. Также нам нужен будет CSS препроцессор, потому что мы будем кое-какие стили писать, соответственно, лучше это делать в препроцессоре. А линтер и форматор, на самом деле, это все по вашему усмотрению. Я, опять же, их использовать не буду, потому что у меня уже есть конфиг. Так вот, далее нажимаем Enter, и после чего он у нас спрашивает, какую версию Vue.js мы будем использовать. Потому что на предыдущем этапе мы с вами сказали ему о том, что мы хотим выбрать версию Vue.js. Соответственно, сейчас он у нас спрашивает. Нам нужна будет третья версия Vue.js, поэтому стрелочками выбираем третью версию, нажимаем Enter, и дальше он спрашивает то, какой препроцессор мы хотим использовать. Я опять же рекомендую использовать SCSS с обработчиком Node.js. Даже если вы с этим препроцессором никогда не работали, он очень сильно похож на CSS, поэтому проблем никаких не возникнет. Одним из последних вопросов спрашивает, куда он будет ложить конфиги. То есть конфиги для каких-то обработчиков, плагинов и так далее. То есть здесь есть две опции. Первая опция — это хранить их в отдельных файликах, либо все это складировать в package.json, то есть в один файл. На самом деле загрязнять package.json не очень классно, поэтому намного удобнее будет хранить их в отдельных файлах. Дальше он предлагает сохранить пресет.
То есть для того, чтобы в будущем, когда вы создавали новый проект по-новому, да, воспользоваться теми настройками, которые мы только что с вами создали. То есть, опять же, у вас просто на компьютере создастся файлик JSON, где будут выбраны ваши настройки, которые мы сейчас выбрали, и в дальнейшем он их просто потянет. Я в предыдущем шаге выбрал нет, потому что мне, в принципе, этот пресет не нужен. Ну и далее у нас происходит скачивание пакетов, да, то есть вот он нам только что сказал о том, что он все пакеты скачал, и дальше он их будет устанавливать. И вот он закончил, да, всю установку, он нам говорит то, что да, все прошло успешно, и он создал да, проект с вот таким вот названием. То есть даже если мы посмотрим, то вот весь текущий проект. Единственное, я папочку Git удалю, потому что иначе файлики будут раскрашиваться, что на самом деле будет немножко отвлекать, так как Git я потом это все самостоятельно подключу. Так вот, сейчас он нам говорит о том, что мы можем перейти в текущую директорию и дальше при помощи yarn либо при помощи npm запустить сборку. Но на самом деле мы можем пойти чуть-чуть другим путем, то есть просто открыть редактор, я опять же буду использовать VS Code и перетащить сюда текущий проект. Дальше обратиться к терминалу и запустить команду, ну опять же, либо npm сервер, либо yarn сервер. Я опять же буду использовать yarn, потому что мне он больше нравится. Тем самым мы с вами сейчас поднимем development сборку, да, обращаясь к ярлычку сервера в объекте скрипт, и вот этот ярлычок он нам запустит да, в UCLI сервис и поднимет сам сервак для того, чтобы мы могли работать да, со сборкой в режиме development. Он нам уже все запустил, то есть за 12 секунд он нам все поднял, и дальше мы можем кликнуть localhost 8080 и нас сразу же перенесет в текущий темплейт, который нам создал UCLI. На самом деле давайте мы его сейчас почистим. То есть для этого я просто открою файлик app.view, удалю отсюда абсолютно все. Дальше в темплейте можно будет написать какой-нибудь параграф 1, 2, 3. И точно так же из assets удалить логотип и удалить лишний компонент, потому что они нам в принципе будут не нужны. Мы с вами сами все создадим, поскольку эти файлики будут лишь отвлекать. Так вот, если мы сейчас посмотрим, у нас есть 1, 2, 3. Единственное, давайте сейчас сделаем так, чтобы мы могли с вами подключить SCSS. Единственное, я здесь еще создам файлик, потому что иначе директория смотрится немножко странно. Так вот, далее мы создадим файлик main SCSS, и для body давайте просто пропишем background color. Ну, например, черный, просто пропишем black. Да, опять же, просто для того, чтобы убедиться, что у нас SCSS нормально работает и никаких проблем с этим нету. Для этого в main.js пропишем import. Дальше обратимся к assets SCSS и файлику main CSS. И убедимся опять же в том, что у нас все работает. Ну вот сейчас, да, все раскрасилось в черный. Единственное, давайте просто для того, чтобы сам текст видеть, напишем здесь color white. И сейчас мы с вами можем написать какие-то стили. Я сейчас ненадолго отключусь, я самостоятельно напишу все стили, и вы их сможете просто скачать из описания под видео. Потому что у нас все-таки курс по вьюшке, поэтому ну, лишнее время заострять на то, как это все верстается и так далее, я думаю, в этом смысла нету. Я все уже написал, здесь все достаточно просто, здесь есть два дополнительных файлика, это переменный и reset, то есть reset сбрасывает все стандартные стили для того, чтобы во всех браузерах все выглядело одинаково, и переменные это просто переменные для того, чтобы, например, да, в зависимости от диагонали дисплея что-то сделать с контентом. Точно так же здесь есть размер шрифта, его цвет, сам шрифт и так далее. Дальше идут самые базовые настройки, то есть настройки под HTML. Да, здесь опять же в зависимости от ширины дисплея будет меняться размер текста. Ну и в принципе здесь опять же все достаточно по стандартному. Есть контейнеры, есть какие-то базовые врэперы. Последним импортом идет папка common. Если перейти в common, то здесь три файлика, это кнопки, твиты и форма. Ну давайте в принципе с кнопок и начнем. То есть здесь тоже достаточно простые классы. Здесь два класса, то есть первый класс это класс кнопки, и второй класс это класс btn tweet. Ну для того, чтобы кнопка была плюс-минус похожа на ту кнопку, которую использует сам Twitter. Ну форма и твиты здесь в принципе все точно так же достаточно просто. Мы опять же с вами сейчас по этому всему пройдемся. Потому что мы с вами сейчас начнем. Давайте, в принципе, создадим tweet.view. Хотя не tweet.view, а давайте начнем с листа. Это будет список всех твитов.
Здесь на самом деле можно было бы добавить приставку tweets, list и так далее, но в принципе здесь и так будет понятно, что вот этот лист — это список всех твитов, которые будут в приложении. Tweets, list, например, в параграфе. И сейчас давайте подключим вот этот вот компонент в app.view, потому что это по сути основное, что нам нужно сейчас сделать, потому что если мы с вами просто так напишем, да, например, лист, то у нас, конечно, ничего не заработает. В консоли даже появилась ошибка о том, что рендерим несуществующий компонент листа. На самом деле это связано с тем, что мы с вами еще пока что не создали, точнее не объявили текущий компонент. Поэтому сейчас мы с вами можем сделать import list from components list и далее написать components и написать то, что list у нас равен list. Хотя здесь на самом деле мы можем написать, да, например, tweets list, который будет равен листу. И в таком случае мы с вами напишем это каким-то таким образом, и если мы сейчас сохраним, то мы с вами увидим tweets list, который мы только что написали здесь. То есть таким образом подключаются компоненты, да, в различные части приложения. У вас может быть несколько, да, компонентов, и вы в эти компоненты подключаете какие-то другие компоненты. Ну, например, в компонент листа мы с вами будем помещать компоненты айтемов, потому что так будет более правильно, когда у нас лист будет отвечать за список, а отдельный компонент будет отвечать за, да, отдельные твиты. Здесь, кстати говоря, мы все написали неправильно, точнее написали это мы правильно, но написали некрасиво. Во-первых, вот такую запись на самом деле можно сокращать. Сокращать таким образом, при этом, да, закрывая тег. И все выглядит на самом деле намного красивее, при этом работает точно так же. Также здесь, поскольку мы объявляем components в объекте, то на самом деле мы с вами можем сокращать запись, если у нас ключ и ключ и значение повторяются. То есть в данном случае, если бы у нас, да, был бы лист-лист, то нам бы не обязательно было бы писать лист-лист, и мы бы могли просто запись сократить до одного лишь ключа и написать это как просто лист. То есть если мы сейчас посмотрим, то у нас все точно так же работает, но при этом запись сократилась. А также использовать точку на самом деле не очень классно, потому что во вьюшке есть замечательный алиас как собака. Эта собака говорит о том, что вне зависимости от того, в какой вы директории подключаете какой-либо компонент, собака будет ссылаться на папку src. То есть это очень удобно, если бы мы в компоненте листа делали бы, да, например, то же самое бы и подключали бы какой-то компонент, то вместо того, чтобы постоянно выходить, да, из папки вот таким вот образом, мы бы просто с вами пописали собаку, components и вызывали бы какой-нибудь нужный компонент. Так вот, теперь это все выглядит красивее, и мы с вами можем продолжить работу. Единственное, давайте еще кое-что сделаем, а именно сделаем некоторые базовые классы, которые нам нужно написать согласно BEM. Первый класс, который нам нужно будет написать, это класс wrapper, поскольку в wrapper у нас будет храниться все текущее приложение. Второй класс, который мы с вами напишем, это wrapper content, поскольку этот класс необходим для того, чтобы прибить футер либо header кверху или к низу соответственно, потому что здесь будет header, ну, то есть в случае, если мы его когда-нибудь создадим, то у нас все сразу же будет работать красиво и все будет прижато по своим местам. Также нам нужен контейнер, потому что согласно контейнеру у нас будет меняться диагональ, точнее не диагональ, а ширина контента в зависимости от устройства, с которого пользователь будет смотреть текущий сайт. То есть, например, если с телефона, тогда контент будет поджиматься, если да, с мобильной, точнее с десктопной версии, тогда контент будет наоборот чуть-чуть пошире. Также здесь есть дополнительный класс View, то есть для того, чтобы сделать максимальную ширину, что на самом деле тоже смотрится намного лучше. Поэтому здесь перед контейнером мы можем добавить точно так же класс вьюшки. И если мы посмотрим сейчас, то контент стал чуточку по центру. Но опять же, у меня эти изменения на самом деле не очень сильные, потому что у меня в принципе монитор не сильно большой, но на больших мониторах это было бы более заметно, и контент стал бы по центру. Так вот, сейчас мы с вами можем начать работать с листом. То есть мы только что сделали, да, самую базовую, так сказать, архитектуру, от которой мы уже можем отталкиваться. И здесь в листе, на самом деле, давайте для того, чтобы по новой все не писать, потому что, ну, опять же, я не хочу слишком много времени тратить, то я просто возьму предыдущую версию, которую мы писали в прошлом видео, и отсюда буду все копировать. То есть, смотрите, у нас здесь есть уже готовая data, поэтому здесь в теге script
Мы просто эту дейту сюда вставим. Единственное, давайте добавим еще likes, потому что у нас будут лайки, по которым мы будем сортировать текущие записи. То есть, например, у первого будет 12 лайков, у второго 6. Здесь нам также не нужен будет item и title, потому что у нас текущий компонент будет отвечать только за список и рендерить только его, поэтому нам здесь ничего лишнего не нужно. Также нам нужен будет файлик HTML и вот этот вот лист, который мы писали в предыдущем видео. Давайте мы его прям сюда ставим. Единственное, key забайндим по-нормальному. И если мы сейчас сохраним и посмотрим, то вот они наши твиты, которые мы в принципе писали в предыдущем приложении, только сейчас есть большая разница. Разница заключается в том, что мы с вами делаем это в отдельном компоненте. Да, тем самым, ну опять же, облегчаем себе жизнь. Почему? Потому что намного удобнее с таким работать. Также мы с вами можем облегчить жизнь себе, ну опять же, в будущем еще сильнее и создать отдельный компонент айтема. То есть айтем в данном случае это будут твиты. И сейчас, точно так же, как мы это делали, да, здесь, подключить новый компонент. И мы просто зарегистрируем компонент айтема, точно так же его вызовем. И сейчас, ну опять же, давайте просто для тестов мы с вами напишем что-нибудь в параграфе по типу item tweet и выведем этот item, например, перед листом. Точно так же, опять же, как мы это делали раньше. И если мы сохраним и посмотрим, так, где-то я все-таки ошибся. Я ошибся в том, что, во-первых, я не дописал здесь расширение view, а во-вторых, точнее, в том, что два экспорта. На самом деле такого быть не должно. То есть у нас один экспорт default, дальше мы объявляем компоненты и далее уже пишем date, методы, компьютеры и так далее. Так вот сейчас, если мы посмотрим, то вот он, item tweet. Вместо того, чтобы проходиться лишком в текущем элементе, мы с вами можем создать элемент здесь, например, написать item tweet и проходиться уже по текущему айтему. И в таком случае нам уже будут не нужны лишки, которые мы передаем сюда. Так вот, если мы это удалим и сохраним текущий элемент, единственное, я два элемента сохраню, то если мы посмотрим, то вот он у нас item tweet и item tweet. То есть у нас два элемента, потому что у нас всего лишь два объекта в массиве. Мы сейчас рендерим по сути статику, потому что мы сейчас просто рендерим одно слово. И по-хорошему нам здесь нужно будет рендерить, да, например, item. Ну давайте какой-нибудь body, да, потому что у нас здесь есть да, body, соответственно, по-хорошему нам нужно рендерить именно этот body. Но если мы сейчас с вами это сохраним, то у нас, конечно же, пойдут ошибки, потому что он скажет, что body is not defined. И для того, чтобы получить да, какой-либо динамический параметр в компоненте, нам нужно использовать пропы. Давайте пока что просто потренируемся и посмотрим, как мы можем передавать пропы. Во-первых, для того, чтобы их начать передавать, самое первое, что мы должны сделать, это их описать. И здесь мы скажем о том, что мы хотим передавать такой props, как title. Но опять же, просто пока что в пример. И здесь мы можем указать ему тип. Например, написать то, что мы хотим видеть этот prop как строку. А также мы можем поставить дефолтное значение. Например, да, как test title. И сейчас, да, вот в этих вот скобках, мы можем просто написать title. И если мы посмотрим, что у нас сейчас получится, то мы с вами получим два тестовых тайтла. То есть, как это вообще работает и что мы только что написали. То есть, мы с вами сейчас написали пропы. Это то, что мы хотим получить на дочернем компоненте от родителя, но мы с вами также указали дефолтное значение. То есть значение по умолчанию, потому что сейчас, если мы не получаем текущий проп, то у нас срабатывает автоматические значения по умолчанию. Но если мы передадим сюда этот проп, ну, например, да, напишем title, да, test title from parent, например, и сохраним эту запись, то сейчас у нас текст изменился. И сейчас это не просто test title, а test title from parent. Потому что сейчас мы передаем этот title с родителя на ребенка, соответственно, здесь мы его получаем. И здесь, опять же, как бонус, мы можем просто описывать, да, необходимые пропы. Более того, мы можем получать эти пропы динамически. Для того, чтобы получить их динамически, мы можем просто, да, отправить сюда, например, tweet.body.
И далее, для того, чтобы это все заработало, мы должны сказать вьюшке о том, что мы ожидаем динамические значения, соответственно, дописать здесь две точки. Если мы посмотрим сейчас, то вот у нас Hello View 3 и Hello World, то есть те самые записи, которые мы написали здесь. Вместе с тем, чтобы не передавать каждый параметр по одному, мы с вами можем просто передать item и указать то, что мы хотим как item передавать сам твит. Тогда здесь, как тип, мы напишем object. А как дефолтное значение, на самом деле у нас его быть не может. Вместо этого мы с вами можем написать required и сказать о том, что это значение у нас будет обязательным. И если у нас по каким-то причинам это значение не передастся, то есть не передастся значение item, то нам сразу же выкинут ошибку. И если мы сейчас в li элемент вставим текущий item и попробуем сохраниться, и посмотрим, что у нас вообще получится, то вот они, наши объекты. И сейчас мы можем с ними работать, уже по-нормальному, в принципе, точно так же. Давайте даже перейдем, то есть скопируем это все. И будем работать с ними точно так же, как и раньше. Только единственное, нам before здесь уже не нужен. Нам нужен просто li. И точно так же tweet мы с вами можем заменить на item. И сделать это рекурсивно. И таким образом, вот у нас в принципе все то же самое, что было минут 5 назад, но при этом мы с вами, смотрите, как красиво все сделали. У нас с вами есть отдельный элемент айтема для того, чтобы рендерить исключительно нужный твит, и также отдельный элемент списка, который будет отвечать именно за список. Здесь есть еще один некрасивый момент касаемо того, что мы вот эти вот айтемы храним здесь. Это на самом деле тоже не очень правильно и выглядит на самом деле не очень красиво. Поэтому давайте мы эти айтемы перенесем сюда. То есть мы с вами точно так же создадим дейту со всеми айтемами. Давайте в принципе просто вырежем из текущего листа дейту, вставим ее сюда. И дальше мы с вами в лист будем передавать items как items из текущей дейты. И далее здесь мы напишем в принципе то же самое, что мы писали раньше. То есть возьмем текущие пропы и вставим их сразу же после того, как мы регистрировали компонент item. Единственное, в данном случае это уже будет массив, потому что мы ожидаем с вами получить массив, по которым мы с вами в дальнейшем пройдемся. Единственное, здесь давайте мы тоже точно так же с вами напишем item по before, потому что выглядит все более правильно. Теперь все выглядит намного красивее, и если мы посмотрим, то все работает точно так же, как и раньше. Давайте теперь добавим классы. Единственное, вот эти вот все классы, по типу tweets wrapper, например, сюда я сделаю это не в рамках видео, а просто сейчас это быстренько напишу и потом вернусь, потому что видео и так получается долгим, и удлинять его версткой будет только лишним. Я уже все сделал, то есть просто добавил необходимые классы. По сути ничего не поменялось, здесь все тот же самый item. Просто единственное, опять же, я добавил классы, потому что делать это на видео это было бы слишком долго. Опять же, в статье под видео вы можете просто найти готовый компонент и просто его скачать и запихнуть к себе в проект. Там же будет точнее все описание, все исходники и так далее. Посмотреть сейчас, как это выглядит, то все выглядит достаточно красиво и намного лучше, чем раньше. А сейчас все, что нам осталось сделать, это сделать форму, потому что последний элемент, который нам остался, это вот эта вот форма. И с формой мы опять же потренируемся с тем, как отправлять какие-то события с дочерних элементов на родительские. То есть это называется emit. Поэтому давайте здесь создадим отдельный файл form.view. Так вот, создадим темплейт, напишем форму. Единственное, давайте пока что мы с вами все сделаем чуть-чуть покрасивее. То есть напишем как-то так. И далее создадим скрипт. Скопируем метод onSubmit и вставим его сюда. Единственное, нам это все бы обернуть в methods, потому что иначе у нас, конечно же, посыпятся ошибки. И здесь давайте создадим дейту, потому что нам нужна будет с вами дейта для того, чтобы забайндить предыдущее значение под новое. И напишем просто в дейту title. Хотя на самом деле будет более правильно написать body, потому что у нас с вами, если мы посмотрим массив, то у нас есть body, соответственно, более правильно будет назвать это как body, потому что раньше мы называли это с вами как item, потому что, это было более логично, то сейчас на самом деле чего-то такого уже нету, поскольку более логично будет назвать это как body. Тогда text area мы с вами точно так же привяжем как body.
Но единственный момент, который нам нужно будет исправить, ну, помимо того, что исправить item на баде, это убрать this items. Потому что формально сейчас у нас происходит следующая ситуация. То, что у нас все элементы с вами находятся в app.view. И нам нужно как-то сделать так, чтобы текущая форма отправляла новые значения вот в этот вот родительский компонент. Соответственно, сейчас, конечно, this items нам выкинут ошибку. Поэтому вместо этого давайте просто убедимся, что все работает через консоль лог. Опять же, нам метод пуша, кстати говоря, не нужен. Нам нужен будет просто консоль лог. И в консоль лог мы увидим то, что мы раньше отправляли в общий массив. Давайте посмотрим, как это все работает. Единственное, я забыл подключить эту форму. То есть точно так же, как мы делали с компонентом листа, мы точно так же делаем с компонентом формы. Пропишем здесь форм и импортировать будем точно так же форму. Единственное, давайте это напишем сверху, потому что по логике вещей у нас форма идет перед тем, как идет лист. Соответственно, будет более правильно это написать как-то так. И здесь мы точно так же объявим тот компонент, который мы здесь зарегистрировали. Если мы посмотрим сейчас, то вот она текущая форма. Единственное, здесь кнопка выглядит некрасиво. Давайте мы это исправим. Добавим некоторые классы. Для этого перейдем в buttons, напишем btn tweet и также родительский класс кнопки как btn. И давайте точно так же изменим submit на, давайте даже напишем post tweet. И если мы сейчас посмотрим, то вот она кнопочка Post Tweet. Если мы сюда что-то пишем, то у нас эти данные отправляются в консоль. Единственное, здесь какие-то предупреждения. Это старые предупреждения были. То есть вот теперь все нормально. То есть сейчас все, что нам нужно сделать, это отправить вот эти вот данные с вот этого компонента формы на главный компонент app.js. Ой, точнее не app.js, это старый файлик, а на файлик app.view. Здесь на самом деле мы можем с вами пойти несколькими способами. Самый первый способ, как мы можем это сделать, это взять текущий body, объявить его где-нибудь здесь, например, body, и задать его как пустую строку. И дальше этот body передавать форму. То есть просто байдить и говорить то, что вот у нас body передается с родительского компонента, соответственно, когда он будет изменяться там, он будет изменяться здесь. Но такой вариант на самом деле немножко костыльный. Почему? Потому что мы с вами, во-первых, будем, опять же, слишком много костылей писать, во-вторых, мы будем загрязнять вот текущую дейту лишним параметром как body. Потому что текущий параметр как body, он нам в принципе здесь не нужен. Поэтому зачем его писать здесь, если мы можем написать его в текущей дейте, что будет выглядеть намного красивее. В таком случае нам с вами понадобится emits. Посмотрим просто, что это такое. Напишем что-нибудь как тест. Хотя давайте даже 1, 2, 3 писать не будем, просто напишем this emit test. То есть что мы с вами только что написали? На самом деле, опять же, мы сослались с вами на контекст, потому что мы должны с вами обязательно прописывать this, и обратились к зарезервированной функции emit при помощи знака $. То есть при помощи знака $, мы с вами обращаемся к тому, что Vue.js за нас уже написала. То есть в данном случае emit уже написан за нас, и он в себя принимает два параметра. То есть первый параметр — это то, как мы его называем, и второй параметр — это то, что мы сюда передаем. При этом второй параметр не обязательно. И здесь смотрите, что мы можем сделать. Мы можем просто написать this emit test, и дальше здесь мы можем его поймать. То есть здесь есть небольшая разница. То есть если мы, например, на лист передавали какие-то данные, и отправляли их туда, а там дальше уже их рендерили, раскидывали под другим компонентам и так далее, то здесь мы ничего не передаем. Мы наоборот принимаем какие-то данные, которые приходят из формы. И для того, чтобы принять какие-то данные, нам нужно использовать собаку. Собака в данном случае нам скажет о том, что мы ожидаем какой-то emit. То есть в данном случае мы назвали с вами emit как тест. Соответственно, мы пишем собака и пишем тест, потому что мы ловим сейчас этот emit. И здесь мы можем что-то сделать. Но, например, вызвать какой-нибудь другой метод, например, onTest. Даже давайте не on, а handle, потому что handle будет более корректно назвать. И здесь в дейте, точнее после дейты, мы с вами можем создать метод. Например, метод handleTest. И дальше в консоль лог вывести что-нибудь по типу, например, test from for. И если мы сейчас посмотрим, что у нас получится, и нажмем post tweet, единственное, что-нибудь сюда напишем, то помимо того, что у нас данные вывелись в консоль, у нас также прилетел test from form из главного файла app. Потому что мы с вами сейчас написали emit
Дальше мы его поймали. И здесь мы сказали, что будет происходить тогда, когда мы будем ловить этот эмит. То есть в данном случае мы с вами запускаем метод handleTest. И handleTest запускает сюда консоль log. При этом здесь мы смотрите, что с вами можем сделать. Мы с вами можем написать второй параметр. Например, ну давайте что-нибудь более внятное напишем. Например, да, название компонента. Ну, например, component form.view. То есть это второй параметр, и здесь мы передаем просто строку. Если мы сейчас попробуем что-то написать, то мы получим то же самое, что получали раньше. Потому что сейчас нам нужно вот это вот второе значение поймать в главном компоненте. Для этого, да, на этапе объявления текущего метода можем просто сюда что-нибудь написать. Но если мы ожидаем, да, с вами строку, то будет более правильно написать это как title. Тогда здесь мы можем, да, написать что-то в таком духе. Оставить test from. Ну и давайте сюда напишем просто title. Да, то есть выведем ту переменную, которую мы с вами получаем из параметров текущей функции. Если мы сейчас посмотрим, то вот смотрите, у нас получается test from и компонент from.view. Здесь основной посыл был в том, что сейчас мы с вами можем передавать, да, какие-то значения как второй параметр. И здесь смотрите, что мы можем сделать. Мы можем просто взять текущий объект, вырезать и передать его как второй параметр. Да, и тогда консоль log, в принципе, удалить. И если мы посмотрим сейчас, да, напишем post-tweet, то мы с вами получаем test from object. На самом деле object, потому что мы сейчас с вами объект пытаемся отрендерить как строку, поэтому получаем object. Но если бы мы с вами сделали бы это как-то так, да, например, item, ну потому что item было бы более правильно, нежели чем title назвать, то вот сейчас мы получаем этот объект. И сейчас, как можно догадаться, мы с вами просто будем брать this items, делать push и будем пушить текущий item. При этом давайте, кстати говоря, handleTest мы с вами напишем, например, на handle submit. Да, заменим это все. И точно так же вот этот вот тест мы с вами заменим на onSubmit. Это, кстати, одно из отличий. То есть on мы добавляем на эмиты, а handle мы добавляем тогда, когда хотим отловить это в компонентах. Это тоже просто один из моментов, к которым стоит стремиться. Ну и здесь, кстати говоря, если мы изменили emit, который мы ожидаем получить здесь, то, соответственно, мы должны поменять его и тут. Если мы посмотрим сейчас и пишем 1, 2, 3, то вот он новый твит, да, при этом, да, 423 и так далее. То есть вот они новые твиты. Единственное, здесь не показывается количество лайков, потому что на самом-то деле мы их забыли сюда передать точнее. Давайте мы сделаем что-то по такому же типу, хотя на самом деле это у нас будет немножко нелогично, поэтому давайте просто передавать сюда 0. Единственное, здесь не like, а likes, потому что, да, мы здесь писали тоже likes. Ну вот, да, теперь показывается нолик вместо пустой строки. На этом на самом деле все. То есть видео получилось достаточно долгим, но зато смотрите, что мы с вами сделали. Мы с вами научились принимать какие-то значения, да, то есть при помощи эмитов, а также научились отдавать какие-то значения при помощи пропов. Более того, у нас все выглядит очень красиво. То есть у нас нету никакой, да, так сказать, верстки в главном компоненте, ну, за исключением каких-то главных классов. При этом в главном компоненте app.view у нас присутствует логика. То есть логика, да, на получение всех айтемов и также на логика на их отправку. И точно так же у нас с вами есть 3 компонента, которые достаточно глупые, и они по сути ничего не делают. То есть, например, компонент list, он просто принимает в себя какие-то, да, данные, начинает их рендерить, при этом рендерит их при помощи вспомогательного компонента item, который тоже в свою очередь на самом деле достаточно глупый, и он ничего не имеет, он лишь получает какие-то данные и начинает их рендерить. И также компонент формы, который просто отдает, да, то значение, которое забито в текст area. То есть все получилось намного лучше, да, чем мы это делали раньше. Потому что раньше мы все-таки это писали все одним файлом и выглядело как бы не совсем расширяемо. Потому что сейчас мы с вами можем расширяться очень и очень сильно. На самом деле на этом можно заканчивать. Поздравляю всех, кто досмотрел до конца. Можете написать свое мнение в комментариях. Также буду рад вашему лайку.
В следующем видео мы с вами весь текущий код перепишем на Composition API. Его на самом деле не так уж и много получилось, но есть очень интересные моменты, которые мы с вами разберем на Composition. А именно обработка эмитов, потому что там она выглядит намного красивее и намного удобнее, на мой взгляд, чем в Options API. И в принципе работа с какими-то массивами, с какими-то объектами, она, опять же, на мой взгляд, выглядит намного красивее и лучше на Composition API. Поэтому в следующем видео мы с вами все перепишем, добавим, например, лайки, то есть клики по лайкам, и все будет выглядеть еще лучше, чем сейчас. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео.